Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале Клубок Желаний. В этом видео я вам хочу показать, как я соединяю нити при вязании из шнура, или это может быть любая другая пряжа. Я вяжу сумку, делаю обвязку обычными столбиками без накида, и у меня заканчивается нить. Заготовка довольно большая. Конечно, можно было распустить обвязку, взять клубочек новый, присоединить ниточку и сделать обвязку новой нитью. Но мне это делать не хочется, тем более я умею соединять нитку. Даже в обвязке не будет ничего видно, поэтому покажу вам, как я соединяю нити. Я оставляю вот такой довольно длинный хвостик и беру хвостик от нового моточка. Кладу его поверх полотна и продолжаю делать обвязку старой ниточкой. И у нас получается, что я новую нить просто ввязываю в полотно. И так вяжу, пока у меня не закончится старая ниточка. Ниточка у меня уже закончилась, и последний столбик я провяжу таким образом. Ножку столбика провязываю старой нитью, а шапочку провяжу новой нитью. Теперь старую нить укладываю по полотну и продолжаю вязать обвязку, ввязывая уже старую нить в полотно. Вот так получается. Мы соединили нити и одновременно ввязали кончики. И нам уже ничего не нужно будет прятать. После того, как мы закончим обвязку, хвостики нужно просто обрезать. Если же вы вяжете из шнура, то кончик ниточки желательно подпалить, чтобы он не распускался. Вот и все. Все красиво и аккуратно. Обвязку я закончила и хочу показать вам, что я делаю с этими оставшимися кончиками. Вот этот кончик, это у меня конец ряда. Вот эти два кончики я соединяла ниточки. И вот этот кончик у меня это от начала ряда. Все кончики у меня заправленные. Далее я делаю таким образом. Я беру кончик, обязательно он должен быть заправлен. Вот так немножко затягиваю, чтобы полотно у вас стянулось. Вот так оно немножко стягивается. Затем хвостик нити обрезаю. И если это шнур, то немножко его подпаливаю. Не нужно его прикладывать к полотну и припаливать. Я теперь вот так растягиваю, и у меня хвостик убегает внутрь. Вот так. И ничего не видно. Также поступаю и с другими кончиками. Вытягиваю его немножко, обрезаю, хвостик подпаливаю и утягиваю внутрь изделия. Все, ничего не видно. И так поступаю со всеми кончиками. Вот и все. Все кончики мы спрятали, и ничего у нас не видно. Вот такая красивая заготовка для сумки у меня получилась. Выполняю я более сложную обвязку, и у меня снова заканчивается ниточка. Покажу вам, как я буду присоединять новую нить. Оставила вот такой длинный хвостик. Беру в работу новую нить.
укладываю ее по полотну и продолжаю вязать обвязку старой нитью, новую нить ввязывая в полотно. Старая ниточка у меня закончилась. Я делаю воздушную петлю. Далее в работу беру новую нить, а старую нить укладываю по полотну. Вот так я присоединила нить. Получается все аккуратно и незаметно, и одновременно спрятала хвостики.